Всем привет! В этом видео я покажу, как играть в Armory Forger. Для начала я подключаюсь на понравившийся мне сервер. После загрузки на сервер вижу, что сражение уже длится 2 часа. Это значит, что ключевые позиции игроками уже заняты и застроены. Выбираю фракцию, где поменьше игроков, выбираю отряд и место спавна. На этапе выбора спавна выбираю тактику – пойти в слепое нападение или помочь команде с укреплением позиций. Навожу мышкой на захваченные базы и смотрю, какие постройки уже возведены. Сейчас на карте видно, что северная часть острова не захвачена, а на захваченных базах Гусар и Рабкор отсутствует антенна. Построенная антенна на базе приносит нам ресурсы, которые называются припасами, а также позволяет игрокам спавниться на этой базе. Принимаю решение двинуться на север и выбираю точку консул для спавна. После появления на базе снаряжаю персонажа снайперской винтовкой и рацией. Запрашиваю легкий транспорт и еду на захваченную базу Гусар, чтобы поставить там антенну. Весь процесс поездки я вырезал, покажу основные моменты. Захожу в штаб и начинаю строить антенну и парк обслуживания легкой техники. Антенна позволит игрокам спавниться и обеспечит базе пассивный приток ресурсов. А парк легкой техники увеличит общий объем склада для припасов на этой точке. Если хотите победить в этой игре, то вам придется много копать. Рекомендую вам между перестрелками иногда поглядывать на карту и смотреть, какие базы нуждаются в постройках. Если вам некогда или вы не хотите заниматься строительством, то вы можете давать указания своей команде. Существует несколько категорий игроков, у которых хорошо получается заниматься логистикой и строительством. Постройка антенны также дает доступ вашей команде к захвату следующих баз. В моем случае это точка Гипс. Загружаю немного припасов в багажник машины. Делаю я это для того, чтобы построить антенну на следующей базе. В нейтральных или незахваченных базах ресурсов для строительства антенны может не быть. Поэтому, если вы планируете захватывать новые базы, всегда возите с собой ресурсы. Еду дальше на север острова, к точке Секрет. Паркую машину недалеко от цели, рядом с дорогой. Нахожу укромное место для развертывания рации, она позволит мне спавниться в случае смерти. В такой темноте меня несколько раз убили боты, которые защищают эту базу. Чтобы захватить точку, пришлось немного поменять тактику и место размещения рации. Зажимаем кнопку J и выбираем точку Секрет своей целью. Это даст нам дополнительные очки в звании. Возвращаюсь к машине, в которой лежат припасы, и выгружаю их на новой захваченной точке. Строю антенну, забираю рацию и еду на склад нейтральных припасов, которые отмечены на карте зеленым кружочком. Если на сервере включены боты и никто из игроков еще не приезжал на склад, то скорее всего мы встретим там сопротивление. Зачищаю территорию, забираю припасы и еду на точку арена, которая является ключевой. В правом верхнем углу на карте указано число захваченных ключевых точек и число необходимых точек для победы. При помощи рации и снайперской винтовки зачищаю и захватываю базу. После этого стартует таймер победы, по завершению которого наша фракция победит.